Уважаемые друзья, всем доброго времени суток. В этом видео пойдет речь о торговой стратегии VR Lollipop. Этой торговой стратегии уже несколько лет, и это большая, мощная, профессиональная торговая стратегия. Она разрабатывалась для торговли на реальных счетах. Я и пользуюсь. В этом видео я покажу, как я провожу тестирование, как она у меня работает. Это видео посвящено этой стратегии и последнему ее обновлению, потому что я периодически обновляю своих торговых роботов под современные реалии, под современные требования. Это видео большой обзор для того, чтобы интересующиеся могли полностью ознакомиться с настройками, с принципами, разобраться, понять, как они могут применить, как вы можете применить эту торговую стратегию в своей торговле. Это необычная торговая стратегия. Вход в рынок осуществляется двумя позициями одновременно. Каждый вход всегда buy-sell, то есть парная торговля. Есть сигнал на покупку или там на продажу, вход идет двумя позициями. Давайте я, наверное, на графике немножко буду показывать, немножко буду визуализировать это дело, потому что думаю, что многим будет интереснее именно понять суть в визуальном режиме, то есть увидеть это, как это происходит. Предположим, да, вот у нас есть начинающая тенденция вверх. Торговая стратегия получила сигнал, что можно входить в рынок, и входит двумя позициями: на покупку и на продажу, минимальными объемами, которые указаны в настройках. При этом я рекомендую указывать не самый минимальный объем, там 0,01, а как минимум 0,02. Почему? Что происходит дальше? Цена у нас пошла расти, и через какой-то период торговая стратегия открывает снова две позиции: на покупку и на продажу. Я объясню, как формируется сигнал. При этом на продажу объем увеличивается в 2 раза. Давайте мы, знаете, как сделаем, чтобы и вам было наглядно видно, как будто мы вошли с лота 0,2. Я сделаю усиление потолще, то есть чтобы мы понимали, что тут лоты пожирнее будут. 0,02. Вот так уже будет более точно. Надеюсь, вам видно различие. И следующий вход, sell, у нас будет вход лотом 0,04, а для позиции на покупку уменьшится на указанное значение в настройках. То есть для покупки лот уменьшится. Зачем это делается? В чем принцип, в чем прикол вот этого вот непонятного на текущий момент бредовой вот этой вот торговли на первый взгляд? Суть в чем заключается? Когда баю первому переносится стоп-лосс в безубыток, то есть добавляется еще у нас стоп-лосс в зону безубытка, опять я не ту линию взял, прошу прощения. То есть баю мы поставили безубыток, это является сигналом к тому, чтобы открыть следующую пару. То есть бай у нас уже защищен, и он уже с ним ничего не произойдет. Если цена резко откатит вниз, он закроется с небольшой прибылью. Это является, что торговая стратегия создала безубыток для бая по росту. Это является сигналом для открытия следующей пары. Следующая пара открылась, снова бай. Бай уменьшился на минимальное значение, которое вы указали в настройках. А sell увеличился тоже на значение, которое вы указали в настройках. Для чего? Дело в том, что верхний sell и нижний sell. Нижний sell 0,02, верхний sell 0,04. Торговая стратегия, торговый робот высчитывает среднюю цену, по которой он эти два села на небольшом откате закроет. Эти два села и последний верхний бай он тоже закроет. И в результате у нас в рынке останется только один бай, у которого стоп-лосс уже в прибыльной зоне. Вот это называется прохождение цикла торговых стратегий. Целый цикл. То есть цикл отработан, остался один бай с безубытком, и торговая стратегия начинает цикл заново.
В результате у нас по тренду вот таких вот бай-позиций с безубытком может накапливаться десятки. Я вам покажу сейчас, как это работает и в тестере, и на учебных счетах. Это дело работает. И работает это хорошо, и работает это в условиях максимально приближенным к реальным, и к реальным довольно-таки хорошо. Для старых подписчиков, которые давно уже следят за этими видео, я думаю, помнят, целый год, 2023 год у меня демонстрировал впервые за всю практику свою. Я показывал реальный счет, где там с $500, $3000 я заработал на торговой стратегии и выявил их, и вот все это дело я показывал до определенного момента. Ну, я так понял, самому было интересно провести такой эксперимент. Вот люди просят, покажи реальные счета. И я вот думаю, ну, а как люди будут реагировать, если все-таки я покажу реальные счета? И там уже, ну, это все придумано, это все искусственный интеллект, это все скорректировано. То есть даже если я буду трусить реальными деньгами перед камерой или перед носом зрителя, все равно я буду слышать какие-то возражения, какие-то непонятные вещи. Поэтому, друзья, реальные счета я больше с тех пор и не показываю. А, Про цикл понятно, да, как это работает? То есть открылись двумя позициями, лотом 0,02. Лучше, если депозит позволяет. Если депозит не позволяет, тогда лучше 0,01. Далее, для покупки лот сокращается, для села увеличивается. И селы при небольшом движении откатном все ликвидируются. И ликвидируют тот бай, у которого нету стоп-лосса в безубытке. В результате в рынке остаются только те позиции, у которых безубыток уже есть. И начинается новый вот такой цикл. Как это работает, давайте я теперь покажу вам в тестере стратегий. Очень простая стратегия, вот на первый взгляд очень простая, но в плане реализации торгового робота она сложная, что прям я мозги себе взорвал, чтобы вот эти все расчеты сделать, рассчитать. Тут есть еще некоторые нюансы, о которых я сейчас еще расскажу, пока идет тестирование. Мне нужно прокомментировать тестирование. Смотрите, вот у нас два бая, да? Смотрите, два бая 0,02, они дают вот сколько уже прибыли, которая перекрывает вот убыток от тех селлов, которые против тренда строятся. То есть вот здесь мы видим, да, вы, может быть, думаете, ага, тут селлы, они могут давать минуса больше, чем баи дают плюса. Но на самом деле, пока цена растет, баи тоже дают плюс, который перекрывает минус от селлов. И небольшой откат, селлы схлопываются, все рисковые позиции схлопываются и остаются только безрисковые. Смотрите, вот тоже здесь два бая, они уже дают, тут сколько получается, 30, 34 вот вместе с этим доллара, и минус 5 дает sell. Смотрим, как это дальше происходит, что дальше будет происходить. Важный момент еще вот по поводу цикла. Здесь есть небольшой нюанс для тех, кто изучает внимательно стратегию. Когда селлы усредняются, высчитывают среднюю цену для того, чтобы закрыться в ноль, они не закрываются в ноль, они закрываются в небольшую прибыль. Им ставится take profit, ну, чуть-чуть ниже средней цены, чтобы получить на этом прибыль. А стоп-лосс для верхнего бая, который тоже должен ликвидироваться вместе с этими селлами, он ставится еще ниже, чем вот эти вот селлы, чем средняя цена по селлам. Зачем это делается? Очень часто бывает такая ситуация, когда селлы схлопнулись, и цена снова пошла расти. И в результате вот этот вот последний бай, который должен был закрыться, он тоже переводится в зону без убытка, и он тоже нам потом по тренду дает хорошую прибыль. Смотрим в тестере. Вот так это все дело работает. В тестере информационная панелька отключена специально для того, чтобы тест шел очень быстро, ну, чтобы можно было быстренько посмотреть. Рекомендую использовать тестер стратегии, вот как мы сейчас это делаем, для изучения поведения стратегии. Прибыльность, убыточность лучше оценивать на учебных счетах, там, на каких-то центовых микросчетах. Ну вот смотрите, у нас тут 3 села, а вот они дают почти $100. То есть вот такой вот принцип работы у этой стратегии.
Я ее тестировал в тестере, я ее тестировал на учебных счетах, и до сих пор я ее тестирую на учебных счетах для того, чтобы вот был момент, видите, бай. Тут получилось, что бай закрылся, скорее всего, из-за расширения спреда. Бай закрылся первым, а take profit целый не закрылись. Как интересно получилось. Ну ладно, разберемся с этим моментом еще. Мысль потерял. Ну да ладно. В тестере тестировал и на реальных счетах. И до сих пор тестирую для того, чтобы вылавливать вот какие-то сложные моменты, где стратегия может давать большую просадку, чтобы нивелировать. Когда стратегия показывает мне большие минуса, я изучаю эту ситуацию и стараюсь ее развернуть как минимум в какую-то выгодную для нас сторону. Вот тоже 3 села осталось, 1 бай, и они в прибыли. Важно заметить, что в этой торговой стратегии используется трейлинг стоп, то есть ордера не просто переводятся в безубыток, они, стоп-лосс тянется вслед за ценой, но он не тянется по классической схеме, он тянется по динамической формуле. Формула очень сложная, процентная, и она очень-очень плавно тянет стоп-лосс. Это дает живучести стратегии. То есть то, о чем я говорил, говорю и буду говорить, что надо давать прибыли расти. Когда у вас на депозите не зафиксировано плюс 100, плюс 300 долларов, вот они плавают, как вот сейчас у меня на экране 52 доллара. Вы спите спокойно, вы не переживаете, вы знаете, что все в порядке. И если ваш торговый робот по каким-то другим позициям будет минусовать, у вас есть незафиксированная прибыль, которая перекроет часть этой просадки, и все равно рынок рано или поздно откатит, сделает какое-то движение в вашу сторону, и негативная часть позиций незащищенных будет закрыта. Вот осталось, в общем, вот так вот это дело все работает. Торгового робота можно скачать, потестировать и в тестере стратегии, и на демо-счете, и даже на реальном счете вы можете его погонять, протестировать абсолютно бесплатно. Теперь давайте перейдем к настройкам торгового робота. Какие настройки за что отвечают? Значит, смотрите, работа по спреду. Вот эта вот настройка, это ограничение работы по спреду. Добавил я ее только потому, что попросили пользователи. Хотя я сам, как автор этой стратегии, не ограничиваю робота при работе при торговле по спреду. Следующее. Расчет лота. Можно фиксированный лот брать, процентный лот. Тогда в следующем поле мы указываем процент. И лот кратный депозиту. То есть, если у нас депозит, например, 1000 долларов, мы ставим 100, 1000 делится на 100, и получается, что на каждый 0,01 лота будет 100 долларов. На каждые 100 долларов будет использоваться 0,01 лота. Так вот правильно будет. Это множитель. Множитель работает. Вы можете умножать не на 2, вы можете на 1,5, на 1,6, на 1,7. В общем, как у вас лучше будет получаться на вашем брокере, в ваших торговых условиях, в вашем терминале, то значение и подбирайте, и ставьте. И подбирать лучше это значение. Конечно, лучше сначала в тестере хотя бы добиться какого-то небольшого результата, плюс-минус. Понятно, что в тестере все торговые роботы сливают. И потом уже на демо более корректировать, больше рассчитывать. С течением времени, с течением наблюдений уже корректировать правильнее. Lot Reduction – это как раз-таки тот параметр, который отвечает за то, чтобы вычитать лоты от позиции по тренду. Вот у нас buy вверху открылся, я сказал, что у него лот будет меньше. И вот как раз-таки лот будет меньше на вот это вот значение. И для следующего, и для следующего, и для следующего, и так далее. То есть, если вы начали не с 0,02, а, например, вы взяли, у вас центовый большой счет 0,05, и для каждого следующего будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться.
без убыток будет переноситься. В результате самые первые стартовые позиции лотом 0,05 будут давать вам очень-очень хороший прирост. Но тут надо пошаманить, подобрать лучшее значение под ваш депозит. Следующий. Минимальный лот для тренда. То есть вы если указали здесь 0,05, да, но хотите, чтобы по тренду минимальный лот был 0,03. То есть, чтобы меньше 0,03 не было, ставите здесь 0,03, и минимальный лот для покупок будет 0,03 в случае роста. А для продаж тоже 0,03 в случае падения, если будет движение вниз. Идем дальше. Новый бар, торговля по новому бару. То есть, если вы хотите, чтобы учитывалось открытие пар позиций с учетом нового бара, ставите здесь тот период, который вам нужен. Ну или текущий период, вот эту вот настроечку. В предыдущих версиях, в последней версии, вот не та, которая сейчас, а вот предыдущая, я отключил этот параметр и сделал только для стартовых позиций, потому что довольно-таки сложный код, и учесть массу фишек, которые происходят на реальных счетах, и сделать, чтобы учесть момент появления нового бара, было трудно. Но я все-таки с этим делом справился и реализовал. Теперь новый бар работает для всех пар открытия позиций. Затем дистанция, которая служит для установки без убытка. То есть мы восстанавливаем дистанцию либо в проценте, либо разность полос Боллинджера, либо количество позиций, дистанция в зависимости от количества позиций, дистанция от среднего бара. Что это за дистанция? Когда цена проходит эту дистанцию, да, вот в нашем случае вот от этой покупки, когда цена проходит эту дистанцию, то покупки восстанавливаются без убыток. А раз покупки выставился без убыток, значит открывается следующая пара. То есть вот таким вот образом это работает. Дистанция в пунктах указывается потом. Это минимальная дистанция, которая должна быть. Затем профит плюс. Это как раз таки тот профит, когда закрывается серия позиций. Вот когда мы этих селлы 2 закрывали, получить небольшую прибыль. Так вот, эта небольшая прибыль в пунктах, вот у меня указано как 30. Без убыток. Это сколько пунктов, вот на сколько пунктов надо перенести без убыток, когда срабатывают условия без убытка. Далее смотрим. Трейлинг стоп. По умолчанию стоит динамический. И я вам рекомендую. У вас либо есть динамический, либо ручной. Мануал это ручной. Динамический мануал вообще, в принципе, я сделал, потому что попросили, но я не вижу смысла вообще им пользоваться, потому что вы вручную должны перетащить все трейлинг стопы. Возможно, кому-то это пригодится, кому-то это надо будет. Динамический трейлинг стоп для валютных пар должен быть не меньше 8000 пунктов. Это предполагаемый тренд, который вы хотите собрать. То есть это большое значение. Чем оно больше, тем ваш трейлинг стоп будет плавнее. Если вы поставите сюда маленькое какое-то значение, 1000 или 4000, трейлинг стоп будет работать очень быстро и вас раньше времени будет выбивать из рынка. Затем, следующий момент. Да, кстати, в этой версии, в динамическом трейлинг стопе я добавил еще некоторые улучшения. Для тех, кто помнит, в предыдущих версиях еще учитывалась дистанция отката. То есть, когда у нас цена росла, динамический трейлинг стоп работал, тралил кучу позиций вверх. Потом цена у нас, вот, например, на таком откате шла вниз. Эта дистанция тоже учитывалась, и трейлинг стоп все равно подтягивался вверх. То есть максимум взять от тренда. Так вот, вот эту вот фишку я убрал, потому что она не совсем, она сверхагрессивная была. Там, по-моему, так оно и было, она так и называлась, агрессивный динамический трейлинг стоп. И я ее переработал. Теперь, в случае, если идет откат, то считается количество периодов, количество свечей и добавляется к трейлинг стопу. То есть вот по такому принципу. Зачем я это сделал? Дело в том, что в таких флетовых ситуациях, когда у нас идет откат вниз, очень быстро происходило схлопывание по трейлинг стопу. Я подумал, так не пойдет дело. Надо, чтобы позиции, прибыль, чтобы больше росла.
И тогда я сделал за счет количества периодов добавления, и трейлинг стоп стал более плавным и более выживающим, то есть не выбивает сразу. Далее, глобальный трейлинг стоп. Это трейлинг стоп, вот как я объяснял и показывал, что у нас несколько позиций могут тралиться пачками, там 3, 5, 10 позиций, и у каждой свой размер трейлинг стопа. А глобальный трейлинг стоп, вот глобальный, это классический трейлинг стоп для всех позиций. То есть он как бы это объяснить правильно-то, чтобы было понятно. А, Вот у нас есть один трейлинг стоп, второй трейлинг стоп, третий, там, четвертый и пятый. Все у нас идет тренд вверх, у нас идет растущая динамика, у нас идет тренд вверх. Все вот это добришко, которое мы подгребли на рынке, и уже трем ручки, оно тралится вверх. Тралится вверх по тренду, добавляет нам к депозиту какие-то, к плавающей прибыли какие-то барыши. Так вот, глобальный трейлинг стоп, что он делает? Он кучкует последние на заданном диапазоне пунктов. То есть вот эти позиции тралятся нормально, а которые попадают в диапазон, там, например, 1000 пунктов вы поставили глобальный, они кучкуются и уже вместе тралятся. Зачем это было сделано? Дело в том, что вот первые стартовые позиции, которые могут быть лотом 0.02, 0.03 и больше, они дают очень много прибыли. И будет очень жалко потерять эту прибыль с маленьким трейлинг стопом. Поэтому глобальный трейлинг стоп, он кучкует вот позиции вот вместе последние на указанной дистанции и тянет их вверх вот так вот там более кучно, чтобы в случае чего, если цена резко откатила, максимально больше собрать прибыли вот с этих самых жирных позиций, которые строятся по тренду. И вот он их примерно таким вот принципом тралит. Так, глобальный трейлинг стопа объяснил. Закрытие позиций. Бывают ситуации, когда 10-15 позиций по тренду дают хорошую прибыль, хороший профит, и вы не хотите ее просто так потерять, а хотите просто зафиксироваться. Поэтому тут ставите закрыть все позиции, когда прибыль достигнет 500. А вот в следующей настройке вы выбираете, что сделать: остановить торговлю или начать все циклы с самого начала. Можно здесь указать и минус 500. Тогда в случае, если убыток будет минус 500, торговый робот закроет абсолютно все, и в зависимости от того, что указано, либо начнет все циклы проводить, всю торговлю с самого начала, либо полностью остановится и не будет делать никаких действий. Так, следующая настройка. Размер информационной панели. Так, а как бы мне ее показать-то? Вот она, информационная панель. Вот она такая простая. Она показывает финансовый инструмент buy sell, показывает суммарно лоты, показывает лоты, которые уже с безубытком, лоты, которые без безубытка, показывает профит. Профит, который в безубытке у позиции, профит, который в безубытке, у которых нету безубытка. Общий результат и профит, который заработан в истории, плюс лоты, которые проторгованы тоже в истории. Все. Вот информационная панель, она показывает только вот эти вещи и все. Ну, тут есть еще информация о официальном сайте, потому что очень много товарищей, которые пытаются подделать, клонировать эту стратегию, ну, я решил вот таким вот образом обезопаситься. Хотя бы как-то чуть-чуть. Так, следующее у нас, что там у нас? Уведомления на смартфон вы можете получать в MetaTrader 5. В терминале алерт окно, на e-mail. Для e-mail и смартфона надо предварительно настроить терминалы. И в Telegram. То есть включаете Telegram, сюда вставляете имя канала, куда будут отправляться сообщения, а в следующую строку вставляете секретный токен от бота, который будет это отправлять, который это будет все делать. Инструкцию, как создать канал или бота Telegram с админ правами, их в интернете миллион, на
на разных языках. Я даже не стал заморачиваться это делать, потому что, ну, это есть, это уже сделано разными языками, там никаких проблем возникнуть ни у кого не должно. У меня даже дети могут это дело сделать. Там все элементарно просто. Создать бота, добавить и создать канал, бота добавить в канал администратором, взять токен, канал тоже сюда. Кстати, вот по поводу канала. Проблема, с которой все-таки сталкиваются, мы сталкиваемся периодически. Вот он канал, Trading Go канал, да? Trading Go канал. Что надо прописать вот сюда в имя канала? В имя канала надо прописать вот эту вот часть, без тми и дробь, то есть имя самого канала, то есть вот эту часть, которая идет после правого слэша. Все, это будет как раз-таки являться именем канала, чтобы отправлять, потому что бот не сможет вам отправлять никакие сообщения в Телеграме. Magic номер для того, чтобы торговый робот отличал свои позиции от позиций других трейдеров. И проскальзывание для того, чтобы брокер принимал ваши позиции в пределах какого-то значения пунктов. То есть, если вы отправили позиции по цене 1, 2, 3, 4, 5, пока приказ летел, обрабатывался, цена изменилась на 5 пунктов, чтобы брокер вам не отказывал, но принял ваш торговый приказ. Затем комментарии. Это маска комментариев. Тут вы можете задать комментарий к позициям. И просто информационная часть – это сноски. Что значит звездочка? Видите, вот что значит звездочка в настройках? Вот видите, вот тут звездочка, вот тут звездочка. Это значит, что значение зависит. Для пятизначного брокера 30, а для четырехзначного брокера 3. То есть вот для этого и сделано, вот какие настройки зависят от количества знаков после запятой. Так, друзья, переходим теперь к VPS-серверам. Буду показывать, как это все дело у меня работает на VPS-серверах. И да, и кстати, я хотел запустить хотя бы одну копию торгового робота, чтобы вам продемонстрировать, как это все должно, как надо запускать, как правильно проводить тестирование такой стратегии. Копировать. Идем на VPS сервера. У меня целый VPS сервер предназначен только для данного торгового робота. Здесь сейчас я оставил только один терминал, который работает. Здесь, значит, у нас что получается? Торговый робот работает у нас, вот на этом счете он работает с 17 июля. Начал он работу с $500. И прибыль на текущий момент $1046. $1000 46 центов. И вот он прекрасно все открывает, прекрасно все закрывает, и вот начал новый торговый цикл. Это, кстати, еще старая версия, в которой могли быть ошибки, баги, когда робот мог бросить позицию и не перестать ее контролировать. Такое, к сожалению, было, потому что код нереально сложный. Ну и вот смотрите, сегодня 1.98, вчера 9.31, с понедельника по сегодня 14.70, ну у нас сегодня неделя сокращенная, новогодняя, за месяц январь 1.98. Ну вот тут, мне кажется, есть какая-то ошибка. С начала января не может быть 1.98, тут вот и есть. Ну всего 1040, это он правильно посчитал. Просадка 407, что составило 27% от депозита. Отчет. Вид еще, вот этот отчет, может быть, кому-то будет интересен. То есть вот так вот плавненько он идет. 200, 200, 100, 100. И потихоньку затаскивает. Сколько он, получается, сделал? Не 100%, а 200 получается. В общем, друзья, как-то так. Теперь я хочу запустить какой-то, взять терминал и запустить, показать вам, как надо тестировать. Друзья, я понимаю, что это трудно, но денег легких не бывает.
Поэтому тоже рекомендую. VPS-сервера сейчас стоят копейки. Арендовать можно на время, это не на пожизненно. Запустить и провести правильно тестирование, разбираться, заниматься, работать, вот всем этим делом заниматься. Так, терпеть не могу темную тему. Да, да, да. Тут вот предыдущая версия работала. Удаляем. Открыть счет. Открыть счет. Демо-аккаунт. USD. 1 к 500. $500. Хватит ему. Далее. Счет открыт. Готово. Что это у нас? Доллар, иена, да? Терминал хочет обновиться. Обновим. Сейчас, минутку. Терминал обновится, и тогда уже запустим торгового робота. Друзья, у меня есть группа, где есть пользователи моих торговых роботов. Ссылка на эту группу будет под видео. Вы можете прийти, пообщаться с другими пользователями и со мной. Я отвечу на все ваши вопросы. Конечно, в большинстве случаев я стараюсь людям сказать, что трейдинг это не ваше, идите чем-нибудь другим занимайтесь. Но если есть желание, то добро пожаловать. Евро-USD перетащили, евро-доллар. Что у нас тут? 17 июля, да? Ну, давайте подождем, он должен прокачать. А какой у нас день? Час, полчаса, час. Вот, теперь уже все. Теперь подгрузилось. Теперь файл, открыть каталог данных, MQL, Experts, вставить, копировать с заменой, потому что ставлю последнюю версию. Аккаунты нам больше не надо. Остальные финансовые инструменты я закрываю. Скрыть все, чтобы они не тянули ни трафик, ни нагружали процессор. Здесь нажимаю обновить. А еще раз хочет обновиться. Ну ладно, пускай, давайте, пусть тоже обновится. Сейчас MetaTrader 5. Вот сегодня 3 января 2026 года. Сейчас я читал на форуме от разработчиков торговой платформы. В платформу интегрирует новый графический движок, новую графику, которая будет более качественно рисовать индикаторы, панели и сам терминал, и свечи. И частично это дело уже работает, а частично не работает. Так, смотрим. VRLollipop 2610. Разрешить алготрейдинг. Ставим галочку. Переходим во входные настройки. Спред нет, фиксированный лот 0.02, лот множитель 2, лот редукшн 0.1, по тренду 0.1, период час, это меня устраивает, дистанция в пунктах слишком много. Я поставлю очень агрессивно для того, чтобы отлавливать какие-то моменты. Динамик это меня устраивает, тут можно даже 10 тысяч поставить для евро-доллара. Вот в принципе и все. Теперь нажимаем ОК. Да, я знаю, алготрейдинг включаем. И как только появится новый бар, торговый робот откроет сделки. Сейчас тиков нету. Смотрите, терминал 23.54.59 показывает. И все, и тиков нету. Скорее всего, это какие-то праздничные дни или что-то еще такое. Честно говоря, не помню, не смотрел. И торговый робот заработает. И я буду делать периодически на канале обзор. Я запущу его на всех счетах. На 9, там, на 10 терминалах с разными настройками. И буду делать обзоры, показывать, как это все дело работает. Поэтому, если есть желание, подписывайтесь. Добавьте закладки, там, не знаю, колокольчики, там, что там обычно делается. На всякий случай, вот этот видеоматериал публикуется практически на всех популярных хостингах. YouTube, Rutube, Zen, VK, OK, TikTok. Вот MarketWatch обновляется 17.06, но вот евро-доллар
она не хочет обновляться, потому что, скорее всего, нету торговли. Ну и на рынке Форекс, видите, тоже торговля остановилась. По-моему, сегодня какой-то праздничный день. Крипта, вот крипта может идти работать, ну вот они, да, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, вот они время и переключают, потому что крипта торгуется независимо от праздников. Так, ладно, это все дело я вам показал, про торговую стратегию рассказал, скачать можете и в маркете MQL5, и на моем сайте. В чем разница? В маркете MQL5 через ваш терминал вы можете скачать версию, которую вы запустите только в тестере стратегии, и все. Если вы придете на мой сайт tradinggo.ru, tradinggo.ru, каталог, торговые роботы-советники. Вот он, Lollipop. У него обновился логотип. Вот она, версия 26.010, то есть 26.01 от января. Тут есть описание, картинки, логика работы. Это видео я тоже сюда подключу, добавлю, чтобы можно было посмотреть. Вот полностью описание на русском языке всех настроек. Вот видео. Видео это пока старенькое, к предыдущей версии. История обновлений, что в какой версии было сделано, и вопросы. Плюс можно вот тут почитать, что люди спрашивали, просили, что я им отвечал. То есть тут идет дискуссия по торговому роботу, по всем вещам. Также есть тут в описании кнопки на форум. Ага, нету, не добавил. Добавлю будет кнопка для того, чтобы перейти на форум. На форуме есть вот вверху форум, но сделаю прям чтобы можно было перейти прямо на само обсуждение. Вот он тут Ver Lollipop. И вот здесь есть версия вот 25.120, это которая была в бета-тесте. И вот тут будет идти дальше список всех версий. Здесь можно сделать свои какие-то предложения, почитать там сообщения, почитать, что пишут другие. В общем, немножко информации о торговом роботе. Да, и еще момент, как получить торгового робота. В тестере стратегии работает бесплатно, на демо-счете работает бесплатно, никаких ограничений, ничего нету. На реальном счете работает бесплатно 30 дней. Через 30 дней вы можете открыть реальный счет по партнерской ссылке и пользоваться и этим, и всеми другими моими роботами бесплатно. Если вы не хотите открывать счет по реферальной ссылке, вы можете торгового робота приобрести либо напрямую с моего сайта, это карты МИР, ну, российские методы оплаты, либо криптовалюта. Если вы находитесь за пределами санкционных стран, то там только криптовалюта. Стоимость торгового робота $69. Сейчас идет новогодняя скидка, новогодняя акция. Все. На месяц не рекомендую покупать, потому что месяц идет бесплатно. Бесплатно вы можете на реальном счете протестировать, погонять, на центовом, на любом. Ну, я бы не рекомендовал. Без понимания лезть на рожон лучше не надо. Лучше разобраться, потестировать, изучить, поставить на учебные счета, увидеть, посмотреть, как это все работает. И уже потом со спокойной душой переходить на реальные счета. Пардон, не $69, $79. Хотя в маркете, по-моему, сейчас я быстренько посмотрю, возможно, где-то... Я стараюсь сделать так, чтобы цены были одинаковые. Но у меня на моем сайте, да, $79. Вы получаете версию и для MetaTrader 4 в подарок. Если, то есть вы оплачиваете просто торговую стратегию, а в архиве идет версия для терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Там уже решайте, на каком терминале вам лучше пользоваться. То есть какая-то из версий идет вам в подарок. Друзья, благодарю вас за внимание. Все ссылки будут под данным видео. Пробуйте, тестируйте, разбирайтесь. Если оно вам надо и оно у вас получается, тогда можно дальше двигаться. Если не получается, берите другие роботы, набирайтесь опыта, растите, развивайтесь и добивайтесь успеха. Все получится.
Всего хорошего. Спасибо за внимание.